Я думаю, многие из вас помнят те времена, когда биткоин стоил не больше $100, и на тот момент никто не воспринимал его всерьез, а просто называли очередной финансовой пирамидой. Но время шло, с каждым годом биткоин рос, стоил 1000, 10 тысяч, 20, 40, ну и конечно же никто не забудет исторический максимум на уровне 69 тысяч. За всю историю существования биткоина его критиковали, запрещали и блокировали, но то, как мир кардинально перевернул свое отношение к крипте за последнее время, просто сводит с ума. Мировые компании, которым раньше даже стыдно было сказать хоть какое-то положительное слово в сторону крипты, сейчас направляют все свои ресурсы для масштабирования криптоиндустрии. Лишь за последнюю неделю американские, французские и немецкие финансовые гиганты подали заявки на создание биткоин ETF, получают разрешение на хранение крипты и создают свои собственные биржи. И что это, если не глобальный криптопереворот? После последних событий отношение к криптовалюте уже никогда не будет прежним, а это значит, что лучшего времени, чтобы купить крипту, может уже и не быть. Сейчас мы действительно стоим на пороге очень серьезных перемен, ведь даже глава американского центрального банка Джером Пауэлл прямым текстом говорит, что криптовалюта является устойчивым классом активов, а Международный валютный фонд заявляет, что страны, которые блокируют крипту, совершают большую ошибку. Поэтому если вы до сих пор не имеете биткоин хотя бы на $100, вы можете остаться в рядах тех людей, которые не купили его за 1000 или за 10 тысяч. Ведь в этом видео мы вам расскажем, почему стоит прямо сейчас инвестировать в криптовалюту. Перед просмотром я попрошу вас поддержать данное видео лайком за то, что мы собрали для вас максимально много интересной и эксклюзивной информации. А как только мы наберем 800 лайков, мы выпустим для вас новое интересное видео. Спасибо каждому, кто ставит лайк, и давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и я рад вас видеть на канале Coin22. В сегодняшнем видео мы поговорим о многих факторах, которые положительно влияют на рост крипты в последнее время. И одним из таких факторов является речь главы ФРС Джерома Пауэлла, который сказал, что крипта – это устойчивый класс активов, после чего биткоин прыгнул еще на 5% вверх. Но на следующей неделе нас ждет еще одна важная конференция Пауэлла, на которой будут подводить итоги работы ФРС, что несомненно отразится на крипте, и рынок будет очень волатильный. А дату, когда пройдет эта конференция, вы можете узнать в нашем телеграм-канале по ссылке в описании, ведь только наши подписчики первыми получают важные новости 24/7, так что переходите и заранее будьте готовы к движению рынка. А насчет выступления Джерома Пауэлла перед финансовым комитетом Палаты представителей в среду нам есть на что обратить внимание. Во-первых, на конференции обсуждали вопрос инфляции и ставок ФРС. По поводу процентных ставок Пауэлл сказал: почти все участники ФОМС ожидают, что к концу года будет уместно еще несколько раз повысить процентные ставки. Этот тезис Пауэлл озвучил еще после заседания ФРС 14 июня, и мы много раз говорили, что ФРС продолжит повышать ставки. Касательно инфляции, комментарии Пауэлла не меняются уже последние полгода, ведь он сказал, что продвижение есть, но для цели в 2% придется провести еще много работы. В принципе, рынки уже готовы работать в условиях высокой инфляции и ставок ФРС. Самое главное, что мы уже прошли те времена, когда ИПЦ был 9%, и если он будет падать еще быстрее, то, конечно же, ставки не придется удерживать на таком высоком уровне так долго. Но на крипту больше оказали положительное влияние другие заявления Пауэлла, ведь он сказал: мы действительно рассматриваем платежные стейблкоины как форму денег, и во всех странах с развитой экономикой конечным источником доверия к деньгам является центральный банк. Также Пауэлл отметил, что криптовалюты, а конкретно биткоин, является устойчивым классом активов. То есть понимаете, что происходит? Человек, который управляет по сути главным центральным банком мира, говорит, что стейблкоины приравниваются к деньгам, что в принципе так и есть. А биткоин – это устойчивый актив. Хотя всего пару лет назад Пауэлл считал, что биткоин нужен чисто для спекуляции, а также, что он очень рискованный и не имеет внутренней стоимости. Но, как вы видите, мнение даже таких влиятельных людей быстро меняется. Точно так же, как и у Ларри Финка, главы BlackRock, который раньше говорил, что биткоин нужен для отмывания денег, и его клиенты не проявляют
проявляют никакого интереса к крипте. Хотя сейчас Ларри Финк пропагандирует токенизацию активов и подает заявку на биткоин ETF. Кстати, о ETF. После нашего прошлого видео, в котором мы разобрали, как 3 крупнейших фонда мира с капиталом до 4,5 триллиона долларов подали заявки, подобные BlackRock. Так вот, такую ETF-заявку подала дочерняя компания Valkyrie Investment. Данная компания управляет активами на миллиарды долларов и ориентируется на криптовалюту, ведь она имеет 2 криптофонда: фьючерсный Bitcoin Strategy ETF и фонд по майнингу Bitcoin Miners ETF. А вот спотовый ETF привлечет еще больше внимания со стороны инвесторов. Также в погоне за глобализацию криптовалюты приняла участие Франция, ведь французская компания CIC-EIS, которая управляет активами стоимостью 5 триллионов долларов и обслуживает третий банк Европы Credit Agricole, зарегистрировалась, чтобы предлагать клиентам услуги по хранению криптовалюты. И дополнительно данная компания прошла регистрацию во французском регуляторе AMF, который регулирует компании, предоставляющие подобные услуги. И стоит отметить, что Франция была одной из первых европейских стран, которая разрешила на своей территории работу биржи Binance. А компания CIC-EIS является финансовым лидером не только во Франции, а и во всей Европе, что открывает возможность для миллиона европейских инвесторов использовать данную компанию для безопасного хранения крипты. Все эти новости мы получали одну за другой на протяжении этой недели, из-за чего рынок, конечно же, показывал потрясающие проценты роста, особенно биткоин. Но и другие монеты, такие как, например, XRP, также выросли. И я неспроста вспомнил Ripple, ведь участники нашей подписки Coin22 Pro заработали от 40% чистой прибыли на лонг-сделках по монете XRP и от 30% прибыли на монете Polygon. А все благодаря тому, что они вовремя получили качественный анализ от команды наших аналитиков Coin22. Старые зрители нашего канала прекрасно знают, что подписка Pro успешно работает уже практически год. И за это время участники Pro получили большое количество прибыльных сделок, а многие новички прошли пошаговое обучение, которое мы предоставляем абсолютно бесплатно. Сейчас каждый день появляется множество новостей, которые влияют на рынок, а на этой волатильности можно очень хорошо зарабатывать, поэтому не упускай это золотое время для заработка, а переходи по ссылке в описании и уже сегодня получи свою первую прибыль. После такого количества новостей вы можете подумать, что на этом все заканчивается, но нет, все только начинается. К Америке, Германии и Франции присоединилась еще и Испания, ведь Банк Испании официально зарегистрировал криптовалютную биржу Crypto.com в качестве поставщика услуг виртуальных активов. Об этом объявила сама биржа у себя в Твиттере, и теперь компания может предлагать набор всех своих продуктов местным пользователям, что еще больше увеличивает принятие крипты для европейцев. Также в августе 2022 года Crypto.com получила разрешение на операции с криптоактивами в Великобритании. А насчет Британии также есть интересная новость. Криптовалютная биржа Gemini объявила о расширении программы стейкинга Ethereum на Великобританию. У биржи есть свой сервис Gemini Staking Pro, который предназначен для крупных инвесторов и позволяет стейкать от 32 эфиров, а это больше 60 тысяч долларов. Сейчас биржа привлекает новых крупных инвесторов, а как мы знаем, Британия достаточно богатая страна и занимает 10-е место в мировой экономике. Поэтому крупным инвесторам будет интересно воспользоваться высокой доходностью от стейкинга. Еще много новостей мы получили от некоторых криптокомпаний. Например, Ripple получила одобрение заявки на получение сингапурской лицензии MPI, что теперь позволяет компании предоставлять платежные сервисы в стране и многие другие услуги, которые есть у Ripple. И сейчас Ripple активно развивается в Тихоазиатском регионе, ведь она помогает многим странам, включая Китай, разрабатывать CBDC. Также сложно не заметить, как вырос Avalanche, ведь Ava Labs объявила о запуске чат-бота с искусственным интеллектом под названием AvaGPT на основе технологий OpenAI. Бот будет работать по принципу чата GPT и сможет отвечать на множество вопросов. А еще подобный чат-бот запустила компания Polygon. Сейчас все компании инвестируют миллиарды долларов в рынок ИИ, из-за чего через 10 лет его капитализация будет больше триллиона долларов. У нас на канале даже есть отдельное видео с подборкой лучших монет на искусственном интеллекте, которые должны быть у каждого, поэтому обязательно посмотрите. Также хотел бы еще раз вернуться к этим нашумевшим биткоин ETF. Несмотря на то, что SEC рассматривает подобные заявки на запуск именно спотового ETF около 7 месяцев, вчера SEC уже одобрила первый фьючерсный биткоин ETF с кредитным плечом от компании Volatility Shares. На мое удивление, SEC не отклонила заявку на ETF с плечом X2, и он позволяет клиентам получать доступ к биткоину, вкладывая только половину его стоимости. И
акции этого фонда начнут торговаться уже на следующей неделе во вторник на бирже BZX Exchange. И опять-таки, это тоже положительная новость, потому что американские инвесторы смогут зарабатывать на биткоине, даже несмотря на то, что это фьючерсный, а не спотовый ETF. Вообще сейчас Америка начинает делать очень большие шаги к глобальному принятию криптовалюты. Это наглядно нам показывают многотриллионные фонды и большое количество компаний. Но самое странное, что это все происходит на фоне жесткого давления со стороны SEC. Но как мы говорили еще в прошлом видео, это все очень похоже на спланированную кампанию от мировых финансовых гигантов, чтобы показать обычным инвесторам, как они готовы предоставить надежность и безопасность, в отличие от множества других криптобирж. Лишь за последнюю неделю мы получили такую поддержку для крипты, которой не было за всю историю. Тот же биткоин поддерживают не только желающие запустить ETF, а даже кандидат в президенты США Роберт Кеннеди, который много раз открыто говорил о своем отношении к биткоину и заявлял, что будучи президентом сделает его неприкосновенным. А в недавнем интервью он сказал, что обеспечит политику, которая поддержит биткоин и свободу транзакций. А слышать такое от кандидата в президенты США очень положительный знак. Мир действительно меняется, и если раньше мы слышали, как страны одна за другой запрещают крипту, то сейчас все происходит наоборот. Ведь даже самое авторитетное учреждение мира, Международный валютный фонд, вчера заявил, что запрет криптовалюты – это не лучший способ бороться с ее рисками. И страны, которые запрещают крипту, упускают не только доход, а развитие, которое негативно отразится в долгосрочной перспективе. Хотя раньше МВФ предлагал блокировать криптовалюту. Сейчас все начинают переходить на сторону крипты. И поверьте мне, мы не успеем оглянуться, как криптовалюта станет не просто монетками, на которых можно скосить несколько иксов, а это будет глобальная технология с капитализацией больше $1 триллиона и масштабным принятием по всему миру. И если вы после этого думаете, что покупать биткоин поздно, вы ошибаетесь. Ведь все только начинается. Мы знаем, что по этой теме мнение у всех разное, поэтому хотелось бы услышать, как вы считаете, что ждет крипту в будущем. Напишите это в комментариях. Также не забывайте поддерживать видео лайком и подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать важные новости. Как всегда, спасибо вам за просмотр и увидимся в следующем видео. До скорых встреч!